Всем привет! Вы продолжаете набирать нужное количество лайков, а мы продолжаем снимать для вас видео из любимых рубрик. Сегодняшнее видео из рубрики «Повторяем вкусняшки из супермаркета». И как всегда, попытаемся это сделать дешевле, чем в магазине. Поехали! Первый товар, который мы повторим, наверное, самый популярный шоколадный батончик – Сникерс. Он состоит из 3 слоев – карамель с орехами, нуга и шоколад. Начнем с карамели. На весах отмеряем 190 грамм сахара и 90 мл воды. Ставим кастрюлю с толстым дном на огонь. Вливаем воду и всыпаем сахар. Включаем огонь и ждем. Иногда перемешиваем, пока карамель не станет вот такого желто-коричневого цвета. Затем в нее добавляем 30 грамм масла и перемешиваем. Далее вливаем 100 мл жирных сливок, это 33%. Опять перемешиваем. Берем пачку чищенного арахиса, открываем и высыпаем в карамель. Последний раз перемешиваем и перекладываем в форму с пергаментом. Разравниваем и оставляем застывать. А пока приготовим нугу. В эту же кастрюлю отправляем 100 грамм меда. Как только он нагреется, всыпаем 220 грамм сахара. И ждем, пока исчезнут все кристаллики. Тем временем разбиваем 2 яйца и отделяем желтки от белков. Желтки нам не нужны. Вставляем венчики в миксер и взбиваем белки, постепенно увеличивая скорость. Как только они стали довольно густыми, начинаем тонкой струйкой вливать карамель и на максимальной скорости взбивать. Масса должна стать супер вязкой. Ее мы выкладываем вторым слоем поверх орехов с карамелью и сверху прикладываем лист пергамента, для того, чтобы можно было сформировать руками. И в холодильник. Остался последний слой – шоколад. Открываем его и ломаем на куски прямо в миску. Отправляем на средний огонь и постепенно помешиваем. Снимаем пергамент сверху нуги, переворачиваем на доску, убираем пергамент и обрезаем неровные куски. Нарезаем прямоугольниками, которые уже похожи на батончики. Забрасываем их в кастрюлю и обваливаем в шоколаде. Далее переносим на пергамент и делаем узор, как на сникерсе. После застывания все готово. И наш батончик просто невероятно похож на сникерс. Правда, мы перепутали стороны и нуга оказалась вверху. Но в любом случае на вкус это никак не повлияет. По деньгам получилось чуть-чуть дешевле, но несущественно, поэтому легче просто купить. Второй продукт — это то, что нас так охлаждает летом – квас. Он вкусный, стоит не очень дорого, но сделать его можно еще дешевле. И делать его нужно сразу побольше. Поэтому берем 3-литровую банку. Открываем лимонную кислоту и высыпаем буквально чайную ложку. Также 2 чайных ложки дрожжей. И заливаем это литром теплой воды. Перемешиваем и отставляем в сторону. В миску высыпаем 200 грамм сахара. Ставим на средний огонь и превращаем все это в темную карамель. Затем вливаем в нее 1,5 литра воды. И растворяем в ней карамель. Все это переливаем в нашу банку. И доливаем воды для того, чтобы банка была полностью заполнена. В последний раз перемешиваем, и на этом можно остановиться. Но если вы хотите сладкий квас, то добавьте еще пару ложек сахара. Все, накрываем крышкой и отправляем в холодильник. На следующий день получаем супер освежающий газированный квас, который вообще не хуже покупного. И последнее, это уже готовые сэндвичи из магазина. Один такой сэндвич стоит 60 гривен, а это 150 рублей. Почитав состав, стало ясно, что собрать такой гораздо дешевле из продуктов по отдельности. Для этого нам нужны хлеб для тостов, сливочное масло, укроп, петрушка, копченая грудка и плавленый сырок. Мелко нарезаем зелень. Грудку нарезаем толстыми слайсами. И последнее, это плавленый сырок. Открываем его и нарезаем широкими пластинами. Берем 2 куска хлеба, открываем масло и смазываем 1 кусок. Посыпаем его зеленью. Выкладываем курочку и 2 куска сырка. Прикрываем куском хлеба и сэндвич готов. Он стоит дешевле, но из-за того, что начинки больше, он гораздо сочнее покупного. Большую часть денег забирает копченая грудка, поэтому мы закоптим ее сами. Берем сырую грудку, открываем и перекладываем в миску. Засыпаем большим количеством соли и заливаем водой. Перемешиваем, так она быстрее просолится. А также заранее замочим щепу. Щепа — это просто опилки из фруктовых деревьев. Переходим на улицу и берем гриль с углями. Открываем угли и высыпаем на одну половину гриля. Дальше берем таблетку для розжига, вставляем в угли и поджигаем. Как только все занялось, берем заранее замоченную щепу и посыпаем угли. Ставим решетку и выкладываем грудку на вторую половину гриля, там где нет жара. Закрываем крышку и ждем хотя бы 3 часа, после чего открываем.
Берем барбекю соус, выдавливаем его на грудки и размазываем. Еще раз закрываем и ждем час. Вот теперь грудки полностью готовы. Снимаем их с гриля и нарезаем слайсами. Открываем хлеб и проделываем все то же самое, только уже с самодельной копченой грудкой. И вот это уже по вкусу несопоставимо с покупными сэндвичами. Эта грудка горячая, сочная и имеет гораздо больше дымного запаха, нежели покупная. Сравните этот сэндвич и покупной. Продукты одни и те же, только там все перемолото в пасту. За счет самодельных грудок получается гораздо дешевле. Если у вас есть гриль, то обязательно попробуйте. Правила остаются такими же. Как только набираете 150 тысяч лайков, мы продолжаем эту рубрику. И еще одно. Вы постоянно спрашиваете, где ролики с большой едой. Не переживайте, мы не забыли про эту рубрику и сейчас готовим кое-что очень масштабное. Такое, чего не было нигде в мире. Вам просто остается ждать. Также не забывайте подписываться на канал и инстаграм. Всем пока! Ух ты, я достан, ты шо, дядя? Ух ты, ё-моё. А ну еще подуй, ну типа вообще тогда. Да.